Все знают, анархистка Фанни Каплан стреляла во Владимира Ильича Ленина, но не убила вождя мирового пролетариата. Однако кем была Каплан, почему она совершила свое покушение и, главное, как ее за это наказали большевики, известно далеко не всем. В этом видео мы рассмотрим причины и последствия самого знаменитого покушения на Ленина. А пока идет заставка, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Поехали! Женщину, известную под именем Фанни Ефимовна Каплан, при рождении звали иначе – Фейга Хаимовна Ройтблат. Появилась на свет 10 февраля 1890 года в Волынской губернии на Украине. Папа Фейги был меламедом, что в переводе с иврита означает «учитель». Девочка очень рано начала интересоваться революционной деятельностью. В 1905 году, когда в империи полыхала первая русская революция, 15-летняя Фейга присоединилась к кружку анархистов, получив в революционном подполье кличку Дора. Сама же Фейга представлялась всем как Фанни Каплан. В 1906 году руководство кружка делегировало 16-летнюю девушку в Киев для подготовки террористического акта против генерал-губернатора Сухомлинова. Вместе с Дорой отправился и ее гражданский муж, авантюрист, бандит и революционер Виктор Гарский, имя при рождении Яков Шмидман. Молодые люди остановились в киевской гостинице «Купеческая», в которой через некоторое время произошел взрыв самодельного взрывного устройства. До сих пор неизвестно, кто именно неосторожно активировал бомбу – Каплан или Гарский. Осколки угодили Фанни в голову. Девушка частично лишилась зрения, но сильных травм не получила. После взрыва к гостинице была стянута полиция. Фанни попыталась бежать, но была задержана, а вот Гарскому удалось скрыться. Сохранилась характеристика от 1906 года, написанная киевским полицейским на Фанни Каплан. Еврейка, 16 лет, без определенных занятий, личной собственности не имеет, при себе денег 1 рубль. 5 января 1907 года в Киеве состоялся суд. Приговор был жесток – смертная казнь. Впрочем, вскоре казнь заменили на пожизненную каторгу. Суд учел то, что Фанни была несовершеннолетней. Отбывать наказание Каплан предстояло в Забайкалье, в знаменитой Акатуйской каторжной тюрьме, в которую поначалу отправляли убийц, а затем осужденных по политическим статьям. Каплан, в соответствии с действовавшими тогда правилами исполнения наказаний, заковали в кандалы и отправили по этапу. 22 августа девушка прибыла в тюрьму. В заключении выяснилось, что взрыв повредил здоровью Каплан гораздо сильнее, чем казалось. В 1909 году тюремный врач вынес 19-летней Фанни неутешительный диагноз – глухота, хронический ревматизм суставов и почти полная слепота. На каторге Фанни Каплан познакомилась со знаменитой эсеркой Марией Спиридоновой. Эта девушка, дочь тамбовского коллежского секретаря, в возрасте 22 лет совершила на вокзале Борисоглебска убийство советника губернатора Тамбовской губернии Лужиновского, который в 1905 году руководил подавлением крестьянских восстаний. Рассказ Спиридоновой о том, как она долго выслеживала свою жертву, как, наконец, улучив момент, совершила так называемое правосудие, потряс Каплан. Да и с политической точки зрения Мария Спиридонова оказала на Каплан сильнейшее влияние. В отличие от анархистов, у эсеров был вполне конкретный план, как свергнуть ненавистную власть и обустроить Россию. Так Фанни Каплан стала эсеркой. Фанни Каплан было крайне тяжело в заключении, даже тяжелее, чем другим узницам. Из-за взрыва у нее было подорвано здоровье, что усугубилось крайне тяжелым нервно-психологическим состоянием. Тюремные врачи писали, что слепота Каплан усугубилась именно на почве постоянных истерик. Тем не менее, молодая девушка мужественно переносила лишения и не написала ни одной просьбы о помиловании. В 1913 году в империи была очередная амнистия. Конечно, Каплан не отпустили на свободу, но срок ее каторги сократили до 20 лет. В 1917 году грянула февральская революция, после которой из тюрем были отпущены все политические заключенные и, к сожалению, многие уголовные.
Вышла на свободу и Фанни Каплан. В 1906 году в колодке была заключена 16-летняя девушка, а в 1917 каторжную тюрьму покинула 27-летняя больная женщина, которая выглядела значительно старше своего возраста. Прямо с каторги Каплан отправилась в Москву к своей подруге Анне Пегид. Дядя Анны владел доходным домом на Большой Садовой улице, тем самым, который некоторое время Булгаков описал в романе «Мастер и Маргарита». Пегид жила в квартире номер 5, там же поселилась и Фанни Каплан. Сразу после революции Временное правительство открыло в Крыму санаторий для политических каторжников. Каплан без проблем получила туда путевку и отправилась на юга. В Евпатории Фанни познакомилась с Дмитрием Ильичем Ульяновым, младшим братом Ленина. Ульянов, используя свои обширные связи, выхлопотал для Каплан направление в глазную клинику доктора Гиршмана, одну из лучших в России. Фанни отправилась в Харьков, где ей сделали удачную операцию на глазах. Каплан стала различать силуэты и, наконец-то, смогла ориентироваться в пространстве. Когда у Фанни закончилась санаторная путевка, она, не желавшая уезжать из Крыма, сняла комнату в Севастополе и стала вести образовательные курсы для местных жителей. В 1918 году Фанни Каплан возобновила активные контакты с эсерами. Женщина посещает Совет партии социал-революционеров, знакомится с видными деятелями этого политического движения. Во время одной из встреч глава боевой организации эсеров Григорий Иванович Семенов дает Каплан браунинг. Так, на всякий случай, времена-то неспокойные. Знал бы будущий большевик Семенов, как Фанни воспользуется его подарком. В конце лета 1918 года Каплан возвращается в Москву. 30 августа на заводе Михельсона в Замоскворечье планировался большой митинг рабочих с участием Владимира Ильича Ленина. Сразу после митинга Ленин направился дворами в направлении своего автомобиля, как вдруг прозвучали несколько выстрелов. Ильич упал. Шофер бросился к революционеру, приподнял его. «Поймали его?» – спросил Ленин, теряя сознание. Ильич был уверен, что в него стрелял мужчина. Рабочие бросились искать стрелка. На трамвайной остановке на Большой Серпуховской улице рабочий Иванов увидел женщину в длинном черном платье и в шляпке. Иванов хотел задать даме вопрос, не видела ли она пробегающего мимо стрелка, но та заявила, что стрельба в Ильича – ее рук дело. Также Каплан добавила нечто вроде: «Я стреляла по предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью». Иванов задержал Каплан. Та, впрочем, совершенно не сопротивлялась. Женщину отвели на обыск. У Фанни было найдено железнодорожный билет, немного денег, зеркало и браунинг с характерным запахом из ствола. Было очевидно, что только что из этого оружия стреляли. Главное, что хотели понять следователи, зачем революционерка Каплан стреляла в вождя мировой пролетарской революции. Каплан заявила, что она считает Октябрьскую революцию мировым злом, что ее идеал – это учредительное собрание, которого добивалась февральская революция и партия эсеров. Убить Ленина Каплан решила зимой 18 года в Симферополе, когда большевики разогнали учредительное собрание. Фанни выразила убежденность, что Ленин предал революционные идеалы и строит диктатуру. Покушение Каплан назвала исключительно своей инициативой. Большевики не поверили и в покушении обвинили правых эсеров, а также шпионов Запада. В тот же день, когда Каплан стреляла в Ленина в Москве, в Петрограде эсер Леонид Канегисер застрелил председателя ЧК Моисея Урицкого. Два этих покушения стали отправной точкой спирали большевистских репрессий, получившей название «Красный террор». Таким образом, получается, что выстрел Каплан в Ильича стал причиной огромного количества смертей. После того, как Фанни назвали британской шпионкой, ее участь была предрешена. За покушение на Ленина наказание могло быть только одно – смерть. Ей не помогло ни революционное прошлое, ни большой стаж отсидки при царском режиме, ни близкие отношения с младшим братом Ленина. Над Каплан не было даже формального суда. Решение о расстреле принял лично глава ВЦИК Свердлов.
3 сентября 1918 года Фанни Каплан вывели во двор расположенного на территории Кремля автобоевого отряда Всероссийского Центрального исполнительного комитета и расстреляли. Непосредственным исполнителем приговора занимался комендант Кремля Павел Мальков. При казни присутствовал знаменитый пролетарский поэт Демьян Бедный, который принимал активное участие в утилизации тела. Так закончилась жизнь Фейги Ройтблат, Доры, Фанни Каплан, женщины, которая ради своих идеалов готова была переступить любую черту. Надеюсь, это видео было интересно. Пожалуйста, помогите мне в продвижении канала, поставьте лайк, а также делитесь своим мнением. И, конечно же, подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Всего доброго и до новых встреч!